Всем привет! С вами канал Hobby Point и я Анастасия. Сегодня я покажу, как из одного мотива сделать 3 браслета. Сначала мы выполним тонкий браслет, затем широкий и напоследок сделаем тонкий браслет с бисером. И конечно же я буду очень рада видеть вас среди своих подписчиков, если вам понравится это видео. Итак, для сегодняшнего мастер-класса нам понадобится иголка с узким ушком, крючок, ножницы, нити-вдеватель, замочек-карабин, 2 колечка и несколько сантиметров цепочки и плоскогубцы, чтобы их прикрепить. И, конечно же, пряжа и бисер, если вы захотите его добавить, а также тонкая игла для его нанизывания. Ну что ж, начнем с тонкого браслета без бисера. Заправляем нитку в иголку и оставляем хвостик около 70 сантиметров от того места, где будет наш первый узелок. Первое кольцо браслета будет состоять из 8 двоек узлов, разделенных между собой пико. Я буду делать маленькие пико, расстояние между узлами около 4 мм. Если вы еще не знаете, как выполнить узел в револите, пико, кольцо или дугу, и мои движения вам кажутся быстрыми и непонятными, перейдите по ссылке в правом верхнем углу на подробный урок по основным элементам, а затем обязательно возвращайтесь к этому мастер-классу. Закрываем нашу цепочку в кольцо. Потяните нитку сначала в одну сторону, а потом в другую, чтобы кольцо получилось круглым, а не в виде лепестка. Чтобы кольцо не распустилось, его надо закрепить. Для этого переворачиваем его, подхватываем иголкой нитку, которая идет к клубку, и затягиваем узелок. Теперь выполним дугу. Делаем 6 двоек узлов, разделенных пико. Протягиваем иголку через все узелки, не закрывая их в кольцо. Слегка затягиваем дугу, чтобы получился небольшой изгиб. Затем протягиваем иголку снизу вверх через второе пико первого кольца справа от дуги. Если нужно, еще раз подтяните нитку, а затем переворачиваем вязание и делаем фиксирующий узелок. Снова
снова делаем дугу. В этот раз она будет загибаться в противоположную сторону. Присоединяем ее ко второму веку предыдущей дуги. Делаем еще одну такую же дугу. Вот и весь мотив. Продолжаем вязать дуги до нужной длины браслета. У меня браслет получился 15 сантиметров. Это 24 дуги после первого кольца. Похожим образом можно сделать широкий браслет из двух таких цепочек. Цепочки, которые мы только что связали, по бокам все дуги имеют по 3 пико. А для широкого браслета нам нужно, чтобы с одной стороны у нас были дуги только с одним пико. К этой стороне мы присоединим еще одну такую же цепочку. Итак, первое кольцо делаем точно так же, как и в тонком браслете. То есть набираем 8 двоек узлов, разделенных пико. Затем делаем дугу. 4 узла, пико, 4 узла, пико, 2 узла, пико, 2 узла. И как в первом браслете, крепим ее ко второму пико первого кольца. Следующая дуга будет точно такая же, как и в первом браслете, то есть 6 двоек, разделенных пико. Чередуем эти дуги на нужной длины браслета, чтобы в цепочке с одной стороны на дуге было по 3 пико, а с другой по 1. Как и в прошлый раз, у меня получилось 24 дуги после первого кольца. Теперь нам нужно выполнить второй ряд, присоединяя его к первому. Присоединяем нитку к основанию первого кольца первой цепочки. Постарайтесь вколоть иголку между первым и последним узелками первого кольца. Затем набираем 8 узлов револите. Это будет соединительная дуга, к которой будет крепиться замочек. Теперь выполняем первое кольцо.
такой же, как и в прошлый раз, то есть 8 двоек узлов, разделенных пико. Теперь будем делать дугу, соединяя ее с первой цепочкой. Набираем 4 узла. Делаем соединительную петельку. Помните, что после соединительной петельки мы выполняем вторую половину узла фриволите, то есть соединительная петелька и вторая половина узла вместе будут составлять один узел фриволите. Затем набираем еще 3 узла, пико, 2 узла, пико, 2 узла. И соединяем дугу с первым кольцом. Вторая дуга будет состоять из 6 двоек узлов, разделенных пико. Теперь будем делать дугу, соединяя ее с первой цепочкой. Продолжаем чередовать эти дуги до конца браслета. В конце браслета вяжем дугу из 8 узлов и присоединяем ее к первой цепочке.
Отрезаем нитку и завязываем узелок. Прячем концы при помощи нитевдевателя. Поддеваем несколько петель, заправляем кончик нитки в нитевдеватель и протягиваем его через петли. Аккуратно обрезаем концы. Чтобы сделать браслет с бисером, нанизываем нужное количество бисера на нитку. У меня получилось всего 104 бисеринки, по 6 в первом кольце и последней дуге и по 4 в остальных дугах. В первом кольце количество узелков будет точно таким же, как и в прошлых браслетах, только в этот раз в некоторые пико мы будем добавлять бисер. Набираем 2 узла, затем подтягиваем бисеринку и вплотную к ней делаем следующие 2 узла. Теперь нужно сделать обычное пико, так как к нему будет присоединяться дуга. А затем продолжаем чередовать 2 узелка, пико с бисеринкой, 2 узелка, пико с бисеринкой. Всего должно получиться 8 двоек, как и в предыдущих браслетах. Теперь делаем дугу. Как и в браслете без бисера, дуга будет состоять из 6 двоек, разделенных пико. Добавляем бисеринку в каждое пико, кроме 4-го, так как к нему будет присоединяться следующая дуга.
Таким же образом делаем все последующие дуги, кроме последней. В ней бисеринку нужно добавить в каждое пико. Прячем концы и можно крепить замочек и цепочку. Вот и все. Браслеты готовы. Если вам понравилось, обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить следующее видео. Я буду рада видеть вас снова.